Нигде ты так сильно от команды зависишь, как в ней. Начинаем обучение на пляже. Это локация для того, чтобы показать, как двигаться. Ничего не будем делать, кроме как идти сразу, куда нам нужно. Сейчас будут странные вещи. Первое, что нужно сделать, нужно... Мы сейчас делаем прыжок, вот вы можете видеть. Он недостаточно длинный, но нам нужен длиннее прыжок, чтобы перепрыгнуть. И мы делаем такой как бы с поворотом прыжок. Он чуть-чуть длиннее. Он позволяет перепрыгнуть речку. Вот сейчас мы получаем способность подтягивать предмет. Вот мы отодвигаем и проходим здесь. Сейчас он будет делать throw swap glitch, то есть бросок, смена, глюк. Трюк будет делать. То есть он взял второе оружие, я понимаю, да? И он будет, видимо, оружие менять во время броска, и что-то будет происходить, сейчас увидим. You use the ammo of the first one and throw the second one. So he's throwing the most powerful item in the game while only using the ammo of the cheapest, most commonly available one. Он, короче, кидает дешевые шарики. Точнее, он кидает... В общем, ты можешь сначала кинуть либо дешевый, либо дорогой, и потом переключиться на другой. На дешевый или дорогой. Я не понял, какой сначала кидается, дорогой или дешевый. И получается, что ты амуницию тратишь дешевого шарика вместо дорогого. Так можно, получается, обмануть игру. Нужно кинуть, свапнуть, и получается, ты тратишь амуницию. Не редкого шара. У него, видимо, больше урона. Мы юзаем 1 секунду неуязвимости время от времени. Это, видимо, нужно для того, чтобы пробежать мимо врагов. Он какую-то кнопку нажимает, чтобы быстрее шар передвигать. Ну, не шар, глыбу. Вот эта анимация вот такая вот прерывистая, это быстрее он передвигает. Сейчас будет... Ну, вроде бы он сказал, что один из этих врагов будет выглядеть как мини-босс. Вот это глыба, наверное, которая такая каменный монстр. Some shenanigans with the launcher. So yeah, we're supposed to use it there, but you can just sort of do an awkward jump there to skip it. Dude, the backing track slaps. I never really listened to it this closely before. Yeah, like kind of surprisingly good music in this game. Рано говорит, прекрасная музыка. Вы как считаете? Вам слышно музыку? Вам нравится музыка? Прекрасная музыка. В ране очень хорошо, чтобы была музыка, потому что если ты игру ранишь миллиард лет, и есть музыка, она будет твоим источником, такой, который позволит хотя бы отдыхать время от времени. Ты бежишь все это время, и музыка играет. Это определенно плюс, когда есть музыка в ране. А если музыка крутая, то еще плюс. Получается уже 2 плюса. Встаем в позицию. У него не получилось, он какой-то трюк делает, он встает в позицию и юзает крюк. Как у Клокверка. Вот, и выглядит вот так. Мы летим, сразу на следующий экран. Интересно, почему... And so you can do some very silly stuff if you activate it while you're being pulled by it. By the way, don't worry about what we're doing right here. Он экипировал крюк 2 раза. И получается, он может свапать оружие. И когда ты делаешь крюк, и во время полета меняешь снова на другой крюк, на тот же самый, потому что мы 2 раза его экипировали, происходит такая анимация. И разработчики не подразумевали, что мы один и тот же предмет будем экипировать и юзать его в подобной
Ну, подобным образом. Going to use it twice, but he's going to pick up an item which activates a text box like that, and then he's going to get stuck in the wall, build up a bunch of momentum, and start clipping through everything in the game. So, Сейчас мы взяли предмет, и что-то происходит. И это не стопроцентная, видимо, острота. То есть есть какой-то, видимо, фактор, который может заруинить ее. Мы поднимаем посохи, я не знаю, что это значит. Это, наверное, оружие. Интересно, конечно, работает вот эта механика с шаром. Он, получается, себя натягивает, как на резинке, и запускает, или что? Incentive for 30xx. 2001 год. Game Boy Advance. When you're on the donation page, you say you're going to put $25 in there. Right at the bottom, there's an incentives button. Click that. Put that amount towards something. Ну вот эти зеленые, это, наверное, амуниция, которая показана в левом верхнем углу. Again, every donation counts and changes the marathon so much. Helping with that, we had $10 here from Jordo Yeats that said, happy to be enjoying another AGDQ. Good luck to the runners. We also had a $50 donation here from Kate Farron that said, AJDQ hype! Short-time watcher, first-time donator, had to do it during a Bionicle game, made my childhood. We also had a $50 donation here from the assailant that said, Он использовал предмет, чтобы залезть в эту... Ну, куда-то залезть, видимо. Я вообще не понимаю, что в игре происходит. Он закопался, но он, наверное, вылез на границе, и его это проклипнуло в стену, или что-то типа того. Он взял предмет при помощи того, когда он кидает крюк, видимо, предметы можно поднимать. Взял предмет, и в этот же момент, пока предмет брал, зацепился за стену крюком. И когда он зацепился за стену, он как бы в состоянии полета, видимо, находится, и скорость у него увеличивается каждый раз. Тем самым игра ломается, и вот отправляет его с большой скоростью в определенном направлении. We are about to enter the rapid fire portion of this video game. And by that, I mean we're going to skip like half the game. In here, we have a grapple bit here. I don't know what this is called. It doesn't really have a name, but I'm just going to sort of fly over there. And then we're going to have a mini game here, a couple of mini games, in fact. By the way, you've seen me sort of entering мини-игра будет. You're supposed to win them to progress. Сбрасываем чувака с птички. Ну, это птица, наверное. Я вообще не понимаю, это птица. Мы садимся на нее, и можно вот передвигаться. Мы сюда попали. Взлетели вверх. И... 2 уровня мы так скипнули, потому что NPC не пропускает. Мы его обошли за счет того, что там, видимо, коллизия есть, на которой встать можно, на краю. И здесь также. Ну, видимо, все края здесь такие, да? Что если ты в край упираешься, то ты стоишь на плотной поверхности. Хорошее количество ХП. Что не получилось. Он упал. А, не допрыгнул. Нужно 3 шарика ХП. Дальше. ХП, наверное, красное. Вот NPC, мы его сейчас опять обходить будем. NPC не позволяют пройти, видимо, нужно что-то выполнять. Ну, бэктрекинг, возможно, в игре есть.
This is like actually an immense amount of content that he's just like ignoring because he can just jump around the edge of the room. Гигантский страус. Okay, I am still. Oh, okay. I am going to have to in the ХП, next, да. level, ХП вот so где right сердечко. after this, I'm gonna have to intentionally take a couple hits and die here so I can reset my health. Сейчас он have погибнуть должен health будет, чтобы be, восстановить себе здоровье. And you can guess what's happening here. We have now skipped two levels. All right, so I'm going to take some hits here, jump in the lava, Вот здесь он погибает специально. take a swim. Как же это долго. Derek, you didn't do the bit of being like, oh no, I didn't mean to do that. Oh no, I messed up. Это считай, ты потратил себе ХП, ты ждешь, So, чтобы потом this еще раз room, we прыгнуть. use a lava board, and that's great. Есть очень It много лавы в also этом sucks. уровне. The lava board does not go in the direction that you want it to go, so I am not pressing the buttons У нас that you're есть thinking I'm доска pressing. лавовая, Hold которая straight позволяет right, плавать goes по up. лаве, но она It's that kind of thing, right? специфичным It just has образом to do with работает. weird Мы не physics можем of the выбирать lava board, направление. weird geometry, Когда мы the прыгаем, ring, она плывет everything. только So прямо, you just sorta gotta memorize в направлении, в what котором мы buttons you gotta прыгнули. press to go in the right direction. I'm gonna press right there and go Соответственно, down вот right. таким вот крюком And обходить надо, this room's чтобы going сюда great. попасть. It's really unfortunate that I took that hit there and had to reset my health there. And sort of ending off here, we're coming up to the end of the game. There's still, oh man, he's in a great spot there. И вот из-за того, что мы проскипали всяких NPC по несколько уровней, которые должны были заставлять нас проходить, мы уже почти в конце игры. И мы юзаем крюк. You take damage from that, and then you hold the launcher button while the launcher projectile is in motion, and then release it when you're on one of the big boulders. It teleports that boulder to where the small boulder hit you. I have no idea why, but it helps for this. So I can just sort of there, it's teleported. And we're gonna do that on this third one. This is gonna move all Вот он these, рассказал, big что когда мы boulders over получаем to урон от switches, маленького шара, to solve this, вот у very нас difficult анимация puzzle. мигания происходит, мы получаем урон от маленького wanna булыжника. explain this, И когда мы берем one большой last time булыжник, here. I'm по какой-то that was причине important. большой булыжник телепортируется на место маленького, там, где мы получили урон. И так вот мы можем переместить очень быстро булыжники. Он 5 раз будет пробовать, если не получится, он будет играть иначе. Какой-то... Ну, что-то будет делать. 5 раз он попробует, чтобы много времени не занимало. Если не получится, будет сейвово играть. Что сложно будет, смотрим сейчас. Он должен, короче, на переходе на другой экран что-то сделать. У него не получается, он поэтому погибает специально, чтобы попробовать заново. The Roblox oof sound effect. Он таймит по врагу, который проезжает справа. Он, наверное, должен получить урон вместе с тем, как он переходит на другой экран. Или он должен зацепиться гарпуном. Нормально это сложнее, он говорит. То есть, если мы будем просто ехать, это сложнее, чем сейчас трюк сделать. Вот у него получилось. Сейчас будут вспышки, аккуратно. Экран будет мерцать. If you pause buffer on the last frame before entering the run, or entering the room, you can get a pause menu in the minigame, and if you get a pause menu in the minigame, then you can quit the minigame. You can just quit the game, and that puts you in a weird state where you're sort of half in the minigame and half outside the minigame, and this happens. Yeah, everything sort of falls apart at this point. So нужно нажать паузу в момент, когда ты переходишь на другой экран. И во время мини-игры у тебя пауза активируется. Из-за того, что у тебя сработает пауза во время того, как ты загрузишься в мини-игре, ты можешь определить, что у тебя получилось. Тем самым у тебя вся эта мини-игра, где ты едешь по лаве, она простая, там не нужно уворачиваться. Но вроде бы он еще объяснил то, что нельзя паузу нажимать во время мини-игры.
Могу ошибаться. И вот, и это конец игры. Необычный короткий ран. Ну да, тут вообще визуально я мало что понял. It's 14. На шару особо непонятно. Okay, that's great. Good. Awesome. So, shout outs. First off, shout out to, I Шатауты guess, Amerlin and Bullets for being here and sort of helping me through the раннерам, nonsense of getting this set комментаторам, up. I которые spent a lot of помогали time, ему, сзади, trying to которые get сидят. this controller set up to work, and I was bugging them throughout that whole process. They helped out a ton with that. Shout out to thanks. Shout out to Он Memory once пошутил more то, for что making this доканывал их game and постоянно basically all the speed tech. в том, чтобы им Thank помогали you to, подготовиться. LEGO and everyone who was involved with the Bionicle Ну, к марафону. franchise. And Ну или finally, просто разбирать shout out ран. to that guy from the LEGO speedrunning Discord who told me a few years ago that there was no way the Комьюнити Bionicle would LEGO be able to do Bionicle GQ. Thank you for that. разным раннерам говорит шатауты. Thank you. Ну, благодарит I'm их, gonna благодарит. hopefully be able to stall here until we get this last cutscene here. Where's Takua going? Where's he going? Where's he going? Сейчас будет катсцена, Straight into the dirt. должна быть. Yeah. Но это, наверное, уже Finally катсцена. here, like I said, if you played the Картинками. online game from 2001, you're gonna recognize this bit. Oh, he's gone. But yeah, that is the beginning screen of Modern Nui online game. So yeah, thank you all so much for watching this. Thank you all. Он когда for, сказал giving your катсцена, я donations сначала не to понял, the что Future она Foundation. скриншотами My будет. name's Derek MK. Это была You can find me on катсцена. Twitter at just DEREKMK. And yeah, I think that's all I got. Cool. Thanks, everyone. Good run.